Привет, друзья! Сегодня я решил рассказать вам о том, какая насадка победила в конкурсе «Самая лучшая насадка на вспышку» в 2021, 2020 и 2019, наверное, году в Москве. Ну и, я так понимаю, скоро это переползет в регионы и все будут так снимать. Поэтому. Ну и параллельно расскажу вам о видах насадок, которые используются репортажниками. И вообще. Поехали! Давайте начнем из истоков. Изначально все снимали вспышкой. Это была вспышка в лоб. Metsi, такой замечательный производитель. Ну, ты держишь вспышечку, она тут такая пил-пил. Все окей, все так снимали, она была мощная, это был такой стандарт репортаж. Дальше появились спидлайты, все начали снимать спидлайтами, было куча всякой дебильных насадок, которые покупали, да, там какой-нибудь Гарифонг придумывал, еще там всякие лопухи, куча всякой дичи придумывалась и снималась, это был ад какой-то. Сам купил кучу насадок, потрачено было куча денег, соболезную нам всем, что мы такие жертвы маркетинга. Самое что годное оказалось, это снять эту долбаную вспышку с камеры, взять ее в руку и пулять уже чуть-чуть дальше от камеры. Да, был еще там вариант, как снимал Терри Ричардсон. Это имеет место быть, надо пулять большим импульсом, то есть тот же самый Терри Ричардсон использовал внешний батарейный блок, неважно. Вернусь. И была у нас голая вспышка, тогда еще синхронизаторы работали плохо, мы снимали, нажимали кнопочку тест на длинной выдержке. Если кому-то это интересно, пишите в комментах, я обязательно расскажу про эту технику. Дальше что было? Научились одевать колпачок на вспышку. Ну, сначала мы там выдвигали широкоугольную насадку, она давала чуть-чуть более мягкий свет. Очень все здорово, очень все интересно. Но был еще бесплатный белый колпачок. Это просто феерия, которая до сих пор актуальна. И в 2021 я вот рекомендую ее использовать. Вот такая тема. Окей. Вспышка в колпачке выносная, огонь. Это было очень долго. Ну, где-то, наверное, в 10-х, там, 12-13 году пошли в ход софтбоксы. Началось все окей из Москвы, как обычно. Может, и не в Москве начали первые, но здесь это вот был стиль доведен до чего-то такого, что люди начали массово все копировать то, что снимали там в клубе ТВ, Геометрия, там, Федя Шмидт и все остальные ребята. Вы классно, мы вас всех любим, до сих пор помним. Неважно, снимали софтбоксами. Кстати, до сих пор 40×60 софтбокс считается стандартом. И прям очень многие до сих пор ими снимают. Была такая замечательная фирма Поиск Фото, которая до сих пор это выпускает. Странную конструкцию, ужасную, просто ужасную. Но ее любят, потому что, на удивление, свет оно давало очень хороший и достаточно крепкое крепление вспышки. То есть вспышка не убивалась. Пошли дальше октобоксы. Октобоксы 40, 50, быстро складные софтбоксы были, ой, забудем этот. Октобоксы пошли. Аврора Firefly был тяжеленный, до сих пор их используют ребята. Классный софтбокс, классная ткань, все клево, очень тяжелый. Не понимаю, как девочки им снимают, девочки снимают. Я не могу, а девочки снимают. Уважаю опять. Дальше пошли силенцы, октобоксики, они дешевые, классненькие. Раньше они были дешевые, сейчас доллар подрос, они стали не такими дешевыми. И пошла следующая реинкарнация. Появился бубен и появилась шляпа. Я себе купил 2 бубна. Не могу их показать вживую, потому что я каким-то нехорошим людям дал попользоваться, они мне не вернули, я забыл, кому дал. Тем более, свет от нее мне, честно говоря, не нравился. Но очень многим нравится, очень многие снимают и все. Но в Москве сейчас все снимают шляпами. Ну, не знаю, это шляпа какая-то. Практика показала, что оно удобнее, чем обычный софтбокс. И теперь, чтобы не быть последним, заказал эту хрень с Алиэкспресса. Весь бубен умещается вот в эту штуку. Там не нужно. И вот она шляпа. Чем она хороша? Бубен он меньше по размеру. Да, там есть вариант 40 сантиметров, но есть 30 и 40. У меня были и 30, и 40. Сюда вставляем вспышечку и жарим это все дело. Большой диаметр, она компактная и все хорошо. И по свету мы сейчас посмотрим, что у нас получается.
Ну да, и пока я не начал этот дебош с тестами, вот хочу вам показать. Вот это вот Силенс, прекрасный мой ушатанный. Нет, вот это Силенс. Он прекрасный ушатанный, тут сломалось у него крепление, все как обычно. Вообще он у меня такой очень имевший виды. Но вот и если посмотреть их, то как бы шляпа по размеру как этот Силенс. Поэтому, ну, разница, конечно, в глубине есть, да. И то она не сказать, чтобы существенная. То есть разница есть в глубине, но она не настолько существенная, чтобы можно было переживать. Еще в чем преимущество шляпы от других историй? Здесь внутри такая есть палочка, такая палочка-выручалочка, которая держит вот эту вот форму, и она тебе не складывается, ничего, поэтому здесь такая пиндюринка. Главное, дешево. Потому что вот даже Силенсы сейчас стоят очень каких-то странных денег, хотя это, ну, реально паршиво. Да, сейчас, да, есть у нас там супер новый бренд, который покачественнее Силенса в конструктивном плане. Народ его покупает, было, но меня, ну, что-то мне как-то прям не понравилось. Я его отдал подруге задешево. Надеюсь, она пользуется им и рада. Хотя, по-моему, не пользуется, потому что она приверженница Авроры. Но для меня вес очень важен, потому что, может, я старый. Да, тесты. Я тут на стендике у себя сделал маленькую симуляцию того, как будто это будет работать фотограф, то есть длинная палка, да. Ну, мне кажется, это так выглядит со стороны, поэтому я пытаюсь сделать честные тесты, да. А честные тесты — это честные тесты, это очень-очень-очень важно. Еще у меня есть прекрасный софтик SMDV, который у меня тоже повидал виды. И чтобы не быть нечестным в каких-то нечестностях, я решил сравнить и по свету его с другими представителями. Но вот честно, вот SMDV, у меня это причем 70-ка. Представляете, 70 сантиметров, и я с ним ходил, у меня даже видео есть на канале, называется... Я не буду его рекламировать, оно очень старое, какого-то очень бородатого года, 15-го или 16-го, где я сравниваю DX и Canon 1100D. И вот там я снимаю как раз все вот именно с этой октой. В нее вспышечка там 600-ка обычная, также на палочке, и все хорошо вертится. Но это 70 сантиметров, а вот это вот 40 сантиметров или там плюс-минус. И, конечно, я понимаю, что вот от этой штуки максимально красивый свет есть. Она меня до сих пор выручает, и до сих пор я иногда пользуюсь в каких-то портретных штуках, когда мне не хочется тащить зонтик 140 сантиметров. Хотя, честно говоря, зонтик 140 сантиметров, попробовав его, я понимаю, что вот слишком долго у меня эта окта лежит. Может ее продать? Нет, не могу ее продать. Я слишком сентиментальный. Я друзей не продаю. Если кому-то интересны вот эти вот варианты, как я снимаю, зачем я снимаю, почему я к этому пришел, то вы мне напишите и там что-нибудь в комментариях. И я напишу, сделаю ролик. По фотографиям видите, меня удивила шляпа. На самом деле она не хуже Силенса, она чуть-чуть другая. Да, понятно, мне пришлось чуть-чуть подстраиваться. Во время съемки я понимал, что пучок света дает чуть-чуть другой Силенс, чем шляпа. Но, как оказалось, что для меня очень странно, что шляпа дает более простой пучок, которым проще как бы апеллировать, модифицировать его как-то. Ну, я имею в виду направлять, что вот этими скользящим куском снимать или не скользящим шляпой как-то удобнее. Не понимаю почему, для меня это загадка, но пусть это занимаются те, кто занимается физикой света. Грустно то, что... Или не грустно, что я больше не снимаю в таком формате. С другой стороны, я почему-то страдаю фигней, и вместо того, чтобы снимать со шляпой, к примеру, портреты, до сих пор стараюсь снимать на отраженку. Что-то вот на днях я снимал в клубе блогеров, и
зачем-то я снимал на отраженку. Мне пришлось в достаточно темном клубе бить там на 1/2 AD200, причем у меня 2 AD200 было в руках, то есть AD200 была как на полном импульсе одна. Это вообще та еще картинка, когда человек в руках держит 2 AD200. А так, ребята, ставьте лайки, комменты. Чем больше лайков, комментов, тем больше мотивации у меня появляется что-то дальше делать. Она и так как бы нормально все, но приятнее. Ну и поделитесь с друзьями, и тогда я буду это делать чаще, потому что мне будет проще. А так, пока, до следующей недельки.